Я всегда очень хотела кошку, но так и не завела этого питомца. Тем более у нас в доме была собака. Однажды, когда муж вышел на прогулку с нашим псом, они завернули в сквер школы. Наша собака Молли побежала справлять нужду, но вдруг замерла и начала рассматривать что-то на земле. Муж подумал, что собака увидела еду, выброшенную кем-то, испугался, что она съест ее и отравится, и поспешил к Молли. Когда супруг подошел поближе, он увидел крошечного котенка, который лежал на земле и почти не шевелился. Муж взял собаку за поводок и привел домой. На улице был конец мая. Ночи были очень холодными, да и дни не всегда солнечные выпадали. Часто шел дождь, были майские грозы. Я заварила чай, собиралась сесть и позавтракать, но тут вошел муж и рассказал о ситуации, которая приключилась с ними на прогулке. Наш пес нашел маленького умирающего котенка. Если его никто не заберет, он не выживет, сказал супруг. Я сразу приняла решение, нужно бежать, чтобы спасти малыша. Мы взяли старую простыню и вместе с сыном отправились на поиски котенка. Супруг сказал, что необходимо узнать, заберут ли котенка в стационар, но мы решили, что сначала заберем его в дом. Мы сразу же нашли малыша, укутали его и принесли в квартиру. Затем пошли в ветеринарную лечебницу, которая, к счастью, находилась в нашем доме. Крик котенка был слышен на всю улицу, на одном глазу у него запеклась кровь, малыш весь дрожал, по нем прыгали блохи. В общем, картина была не самой приятной. Постепенно котенок согрелся, свернулся в клубочек и уснул. В больнице ему протерли глаза специальной жидкостью, а также обработали кожу животного. В больнице спросили кличку малыша, я ответила Санька. Не знаю почему, но я решила, что звать его будут именно так. После всех процедур мы забрали котенка домой. Сын быстро соорудил для него домик в коробке из-под обуви, укрыл одеялом. Вечером Сашка впервые покушал, самочувствие его стало лучше. Я не могла позволить малышу ходить по квартире столь грязным, поэтому решила искупать его. Хоть ветеринар не рекомендовал этого делать, но я посчитала, что данная мера необходимость. Столько блох, личинок и грязи я еще никогда не видела. Я надела перчатки и принялась купать нашего нового питомца. После того, как котик был вымыт специальным шампунем, мы его высушили. Малыш стал выглядеть совсем по-другому, его попросту было не узнать. Шурке нужно было делать множество процедур, капать глаза, колоть уколы и так далее. Также, после первого купания не удалось вывести всех блох, на это ушло много времени. Зато теперь у нас дома очень весело. Шурка игривый и очень забавный котенок. Удивительно, но она даже смогла подружиться с нашим псом. Сейчас Шурке почти 3 месяца, мы не представляем жизни без котенка и считаем его членом семьи. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!